Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем вебинар по пятницам эзотерика с Андреем Дуйко. Итак, сегодня я отвечу на те вопросы, которые вы написали под моим постом, который я публиковал в своей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ в Facebook. Здравствуйте, под этим постом вы можете написать вопросы, на которые я отвечу на сегодняшнем вебинаре по эзотерике. С уважением, Дуйко. Ну давайте быстро, тут немного, 122 комментария, постараюсь очень быстро сегодня на них ответить. Оксана Ефанова: добрый день, Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, как можно повлиять на сына, который может эзотерически, чтобы он перестал брать микрозаймы. Я не понимаю, что с ним и для чего это нужно. Когда разговариваю с ним, вроде осознает и обещает, что больше не повторится такого, но это через короткое время снова повторяется. Спасибо за ответ. Человек берет микрозаймы в тот момент, когда он не может заработать. И здесь нужно к этому с этой позиции и подходить. Либо дать человеку возможности зарабатывать каким-то образом, либо второй вариант, как эзотерически повлиять. Эзотерически только методами выпрашивания. Я когда-то давал это на первой и старой обновленной ступени. Это когда человек складывает вот так руки и начинает произносить слова: пусть у тебя каждая дверь откроется, пусть у тебя там в жизни успех появляется, пусть у тебя всегда там появляются деньги, пусть у тебя будут хорошие знакомые и так далее. Недооцененный вот такой вот эзотерический метод, я его рекомендую использовать всем, у кого есть сходная вот такая проблема. Ну и я думаю, что решить такой вопрос можно. В вашем случае, конечно же, будет нелегко, но считаю, что, используя данный метод, все-таки у вас может получиться. Андрей ВК: может, вы и говорили об этом, но я хочу еще раз у вас уточнить. При чтении заклинания в конце, после прочтения, нужно звонить в аджарный колокольчик? И нужно ли держать в руке ваджр при чтении заклинания? В случае, если человек держит ваджр перед собой или держит где-либо в руке, действие заклинания или мантры увеличивается во много раз. При этом необходимо в самом начале специальным образом магически заряжать вот такой ваджр. Представляю, будто в середине, там где находится шарик ваджра, находится солнце. Вот в этом месте. Представляю, будто от этого солнца вверх и вниз идут два луча. Таким образом, если вы хотите, чтобы мантра работала более эффективно, вот такой ваджр просто держите в руке. Нужно ли в самом конце, после прочтения мантры или заклинания, или будь чего, звонить в колокольчик? В случае, если вы хотите, чтобы это повлияло не только на внешний мир, а еще и на вас, то звонить в самом конце в колокольчик следует. Также, если работаете с кем-либо, а не с собой, то звонить в колокольчик обязательно нужно. Елена Заяц: как быстро восстановиться после перенесенного ковида с воспалением легких? Делайте лежа, делайте быстрые импульсивные дыхания, как будто вы хотите откашливать. Начинайте такое дыхание с правой стороны лежа, то есть ложитесь на правый бок, после чего делаете дыхательные активные упражнения, как бы набирая в живот воздух, делаете их вот так, и после этого потом делаете это на спине, и после чего на левой стороне. Таким образом, вся слизь, которая находится у вас в легких, она после того, когда вы встанете, исчезнет. Также очень рекомендую пить отвар из картофеля вареного. Возьмите картофель обычный, нарежьте его на 4 части вместе с кожурой, предварительно обмыв эту кожуру, после чего сварите его 1-2 часа. Картофель можете есть, если хотите, а можете не есть. А вот отвар, который у вас получится, его можно подсолить и даже добавить небольшое количество органического любого масла, кроме коровьего. То есть можно оливковое, подсолнечное, там какое-либо еще рапсовое, льняное, и принимать по 1 стакану 1-2, можно 3 раза в день. Почему? Это улучшит иммунитет. В таком отваре будет высокое количество витамина С, так как в кожуре находится высокое содержание витамина С. Также данный отвар, он имеет ярко выраженное противоартритное действие.
Как восстанавливаться? Пейте шиповник, в нем витамин С, обязательно принимайте, кушайте стручковый перец, острые специи, сходите в сауну или принимайте сауну там, в субботу-воскресенье с веником, пропарьтесь хорошо. Ну вот где-то так. Делайте ингаляции с картофелем, можете попринимать сироп или сок, не сок, а узвар, который сделаете из картофеля. Такой узвар уберет стафилококк, который в большом количестве остается в крови после того, когда человек переносит как раз данное заболевание. Юлия Ромашко, подскажите, как успокоить душу, когда умер твой самый родной и родственный духом человек, муж? Душа болит, часто думаю о нем, и все время хочется плакать. Сейчас вы дали как бы себе совет сами, вы просто его не можете увидеть. Смотрите, как это все устроено. В случае, если человек жалуется и дает большому количеству людей знать о том, что умер близкий человек, тем самым эти люди начинают сочувствовать. То есть они помогают этому человеку более трагично это все чувствовать. Когда человек похоронил другого человека или потерял, или еще что-то произошло, то в этот момент такой человек не должен трезвонить и говорить публично о том, что умер человек. Он не должен об этом говорить каждому встречному человеку. Никто не должен об этом особо после смерти этого человека вспоминать или говорить. А что необходимо сделать для того, чтобы отпустило? Первое, ни в коем случае не пить алкоголь. Второе, необходимо сесть, выключить свет, закрыть глаза и, сидя в таком положении, желательно там на кровати или на каком-либо месте, обязательно выплакаться, потому что именно вот эта боль, которая у вас есть, душевная боль, как бы жалость к себе, жалость, что этот человек ушел из жизни, вы ее должны полностью отдать. Дело в том, что слезы считаются элементом выплачивания долгов должникам, поэтому в случае, если вам хочется плакать, вам нужно выплакать, как бы откупиться от этого. Если человек умер, то необходимо обязательно сесть и обязательно максимально выплакаться, чтобы уже сил не было никаких. Если это сделать, то за 1, 2, 3 раза полностью уйдут вот эти состояния. Слезы — это неплохо. Слезы карму очищают. Палочкина Наталья. Спасибо за акцию. Вопрос по поводу обучения в школе Кайлас. Скажите, пожалуйста, как лучше проходить ступени? В какой последовательности? Пройти все старые, а потом новые или поочередно? Первое 2015, потом обновленное 2018. Спасибо вам за ответ. Дело в том, что формат ступеней 2015 года и 2018 года категорически отличается друг от друга. Он фактически отличается тем, что в старых ступенях я давал лекции, более широко рассматривая идеи философии и психологии, в тот момент как в более обновленных 2018 году я даю немножечко другие идеи, которые связаны больше с применением практической магии, как бы подготавливая человека к тому, чтобы он занимался практической магией практически мгновенно, и даю совершенно другие идеи. Я считаю, что и первую обновленную, и первую старую ступени есть смысл просмотреть, так как они категорически, практически на 90% отличаются друг от друга. И дальше, после прохождения первой и второй бесплатных ступеней, я рекомендую все же начать проходить первую и вторую платные ступени, начиная новый цикл обучения. А в новом цикле обучения так устроено обучение, что оно дает практические рекомендации, очень часто с практическими занятиями во время проведения ступеней, которые позволяют наработать ту или иную энергию или тот или иной рефлекс для того, чтобы в дальнейшем очень эффективно это в своей жизни использовать. Ну и для тех, кто не хочет проходить обновленные ступени, если вы не хотите проходить обновленные ступени или хотите после первой и второй ступеней старых пройти третью или начать с третьей обновленной ступени, то можно делать и так. Но опять
таки хотелось бы вам сказать. Дело в том, что эзотерика, она меняется каждые 7 лет, каждые 6 лет, она становится более эффективной. Именно поэтому каждый более современный семинар, в случае, если он не ортодоксальный, ортодоксальные семинары — это, допустим, обрядовая магия. То есть, если я буду проводить сейчас обновленную обрядовую магию, то она не будет отличаться от старой обрядовой магии, которую я проводил там в 2016 году или там в 2014 году. Именно поэтому я и не тороплюсь обновлять вот такой семинар. Кстати, семинары, которые вновь скоро появятся, это семинар «Магия денег», он будет обновленный. Также будет семинар, который будет называться «Деревенская магия». Следите за анонсами, они скоро появятся. Дело в том, что вы думаете часто, что когда человек проходит первую старую ступень, то ему не нужно проходить первую обновленную. Почему? Потому что вы думаете, что информация будет идентична. И вы ошибаетесь. От начала и до конца практически на 90% информация, которая дается в старых ступенях, полностью не совпадает с информацией, которая дается в обновленных ступенях. Я рекомендую проходить обновленные ступени. Татьяна Безгубов. Здравствуйте, Андрей Андреевич, помогите, пожалуйста. Хотела бы понять, на правильном ли я пути. Я начинающий, уже практикующий таролог и нумеролог. Я люблю свое дело. Но совсем недавно прошла консультацию одного ясновидящего, который сказал, что мне нужно срочно перестать консультировать, потому что у меня канал не от белых сил, но я так понял, а от черных сил. Да? И что если буду продолжать работать, я буду сильно болеть. Я очень расстроена, это мой хлеб. У меня хорошо получается и есть клиенты. Стараюсь не верить ему, но в подсознании все-таки крутятся его слова. Андрей Андреевич, сейчас. Андрей Андреевич, помогите понять, или он прав, я ваша ученица бесплатных ступеней, сейчас идет пересмысление всех накопленных знаний. Если вы ученица школы, зачем вы ходите к колдунам и ясновидящим? Зачем? Вы мне можете сказать, зачем? Что вы, у вас же есть Таро, погадайте себе, у вас там есть какие-то методы снятия информации, вы нумеролог, рассчитайте себя. Зачем вы пользуетесь информацией какой-то еще? Объясните мне просто вот искренне непонятна мотивация тех людей, которые предсказывают судьбу другим людям, занимаются нумерологией, могут просчитать себя и после этого свою судьбу или еще что-то, причем успешно, и после этого начинают ходить к таким людям. Что вы хотите у них услышать? Объясните мне. Что вы хотите услышать? Я могу вам сказать, что вы можете услышать. Обычно, попадая к такому человеку, вы должны знать, что такой человек ставит на первое место возможность заработать на другом человеке. Я прав? То есть человек, который говорит, я предскажу вам судьбу, какая у него задача? Заработать на вас. Каким образом? Наградить вам, что у вас будет все очень плохо, и он может решить, поставить какую-нибудь проблему или рассказать о какой-нибудь проблеме, которую он в дальнейшем может решить. И обычно это выглядит так. Это выманивание денег, выпрашивание денег, даже шантаж. Даже шантаж с угрозами, что тебе ничего не поможет, и переход на личности, что вот обычно еще и начинают рассказывать, вот у меня любовник, или вот у меня там сын, и начинается, все, твой муж узнает, и там тебе будет плохо, твой сын обязательно умрет, твой сын, ты не гадай, если хочешь гадать, то не делай так. Во-первых, я хочу вам сказать, что ходить к таким людям не нужно. Второе, если вам это нравится и вам приносит это деньги, вас не мучает совесть, то занимайтесь этим для себя и занимайтесь этим как бизнесом. Конечно же, это делайте. По поводу светлых сил и темных, то человек выбирает для себя сам, на какой стадии находиться. Вот в вашем случае ясновидящий от темных сил. Почему? Дело в том, что существуют ясновидящие тьмы, ясновидящие света. Это, кстати, я прямо сейчас придумал классификацию. Ну вот. Так вот. Существует классификация, которую я сегодня придумал. Это ясновидящее от света, ясновидящее от тьмы. И в случае, если ясновидящее от света, то он 100% предсказывает только хорошие события. А если от тьмы, то только плохие. Вот как в вашем случае. Он предсказал только плохие события. Нет, чтобы сказать, нет, ты говори только хорошее. И тогда в твоей жизни появится счастье. А так, это все от тьмы там, и так далее. Вообще тьма
заключается в том, что человек не видит радости в жизни. А если он своей радости не видит, то не может рассмотреть ее и у другого человека. Поэтому вот такой, знаете, есть история, ее когда-нибудь опубликую. Представьте себе огромный оперный театр. И там идет какая-нибудь опера, Офелия, допустим, там Вагнера. И после чего, или Аида Вагнера. И после чего, почему Вагнера, слушайте? Ну да ладно. И идет какая-нибудь опера, и вы, ну не вы, а человек первый раз в своей жизни решил посмотреть эту оперу. И он настолько удивлен, ему настолько приятно, его переполняют радость и удовольствие от увиденного. И в этот момент он хочет похлопать в конце этой оперы, он хочет похлопать в свои ладони. То есть пробует это сделать, а у него нет рук и нечем хлопать. Пробует закричать «Ура!», а рта нет. Пробует там, я не знаю, что-то сделать и ничего не может сделать. Но есть только попа. И вот он тужится и очень громко на весь зал пукает, создавая очень много шума и так далее. Все начинают возмущаться. Так и в нашей жизни. Так и в нашей жизни бывают такие люди, которые искренне хотят чувствовать радость, искренне хотят проявить свою радость, искренне хотят быть даже хорошими, искренне, но они могут только пукать. И никак по-другому, потому что их жизнь не научила. Они родились, и где-то они должны поработать над тем, чтобы у них появились вот эти задатки верности, задатки радости, желания видеть что-то прекрасное, чтобы вот эти семена, они проросли в человеке. Ну, знаете, какое большое количество людей нуждаются в том, чтобы их, наверное, сердца проросли в этот окружающий мир. Знаете, чем отличаются люди? Вот смотрите, один человек проснулся. Один человек проснулся и говорит: ой, мне так тепло, хорошо. Рядом жена лежит: ой, какая она красивая. После этого встал, вот это я свой день сегодняшний описываю. После этого вышел, там детки, каждого из детей поцеловал, такие красивые. Там смотрю на этих детей, они красивые, смотрю на жену, она милая, смотрю в окошко, в окошке осень, вороны летают, знаете, жизнь продолжается, и я живой. Живой, пошел в ванну зубы чистить, и зубы есть, ура! Знаете, и жировые отложения, это говорит о том, что все-таки, если все умрут, то я еще проживу. Одним словом, радости много, вы представляете, мы просто ее должны раскопать в себе. И другой вариант. Проснулся, и все очень плохо, и штаны не так лежат, свет не так горит, жена не той стороной повернулась. Почему она не расчесанная? Она просыпается и: ты что такая не расчесанная? Ну я не знаю, ты вечно не расчесанная, и вечно у нас везде все грязно, и вот это у нас не так. Что, у нас уже есть нечего? Никто не приготовил завтрак. Кто будет завтрак готовить? Я тут батрачу, а завтрака нету. Она ходит и думает: ну и придурок. Ну вот это я, за что его полюбила, ярко выраженного человека. И после этого у человека появляется, вот он недоумевает, знаете, там женщин, а она ложилась и думала: какой он милый, какой он хороший, ему так благодарна. И он домой денежку приносит, это же он все для семьи делает и так далее. И ему ничего не мешает, но вот он рожден с тем, чтобы утром проснуться и быть врединой. Так вот, многим людям нужно выращивать в себе вот это качество, находить хоть немножечко в себе эти ростки радования, хоть немножечко находить в себе вот элементы этой радости. Знаете, я вот когда-то говорил на родительском собрании у своего ребенка, там один из родителей говорит: а я вот научил своего ребенка драться и бить всех остальных детей, потому что мы должны воспитывать человека быть воином. Я говорю: не, ну мы что, варяги какие-то? Или мы живем вообще в каком-то первобытном обществе, и нам для того, чтобы завладеть женщиной, нужно огромному количеству мужчин зубы выбить. Слушайте, я думаю, что мир так устроен, он и так может научить всему плохому. Я говорю: а давайте пойдем другим путем. И будем наоборот в детях воспитывать культуру, и будем из детей делать милосердных, добрых и очень хороших людей. Потому что мир, он устроен по принципу выживания, и злу этот мир и так любого человека научит. Зачем нам обучать еще злу?
Давайте обучать прекрасному, давайте обучать видению того, что человек может хотя бы с собой справиться. А так вот он же для себя хороший такой мужчина. Он встает и все знают, что он хороший. Кстати, совет для женщин или для мужчин. Если вы живете с мужчиной или с женщиной, у которых временный заскок, не обращайте внимания. Говорите, это он меня все равно любит, все нормально. Почему? Заскоки будут всегда, это планеты там влияют и так далее, гормоны ударяют. Все в порядке. Вообще хочу дать совет. Если мужчина ругается, говорите, да, любимый, как скажешь, любимый, и все время восхищается, говорит, какой ты молодец. А если женщина возмущается, выслушиваете ее, но не забывайте после этого обязательно подойти ее, обнять и поцеловать. Почему? Потому что если женщина ругается, она хочет внимания, она хочет объединить всех. А если мужчина ругается, то он требует, чтобы ему все подчинялись. Хочет подчинения, хорошо, так и говорить, хорошо, любимый, как скажешь, любимый, ты такой сильный, вот это ты даешь. Вот так нужно, а не обижаться. Я считаю, что самое безумное, что может придумать человек, это без конца обижаться на других людей и без конца дуться. Я считаю, что это люди, которых воспитала гитлеровская Германия. И это фашисты. Почему? Нельзя обижаться. Во-первых, человек не понимает, на что обижается. Во-вторых, он забывает, что он такое сделал. В-третьих, никто ничего не понимает. Смысл получается обижаться. Я считаю, что если кто-то кричит, просто отворачивайтесь, как будто это не с вами происходит. После этого считаете раз, два, три, четыре, и после 40 говорите, ой, слушай, какой ты молодец. Я так... Если человек говорит, да, ты была не права, говорите, да, я была не права, все. Он говорит, да с тобой даже поругаться нечем. Он говорит, как же я люблю, когда ты вот такой нервный. Я вас научу жизни, за жизнь, как говорю. Итак, сегодня у нас появилась идея такая, которая называется идея черных и белых магов. Давайте мы все-таки запомним. Итак, а ну-ка сосредоточьтесь, на какой стороне мира вы сейчас находитесь? На черной стороне мира или на белой? Если вы находитесь на белой стороне мира, то каждый день себе говорите такие слова. От чего в данный момент я могу получать удовольствие? Одна женщина когда-то мне написала, Сталина на тебя нету, так бы мы тебя расстреляли. То есть она со Сталином бы меня расстреляла. Фу, слава богу, Сталина нет. Не хотелось бы быть расстрелянным. Я извинился перед ней и сказал, ну извините, если вы считаете, что Сталина на меня нет, тогда мне придется жить, поэтому вам придется терпеть или все-таки не терпеть. Но и к чему я это говорю? Я хочу вам сказать, нет на вас Африки. Потому что если человек говорит, у меня все плохо, ему нужно поехать в Зимбабве. Или в Сенегал. И тогда он поймет, что может быть хуже. Почему? Есть такие страны, где у людей нет воды, негде смыться, некуда ходить в туалет. У этих людей все очень плохо. Если мы живем где-то и в общем-то у нас есть, как там у Цоя было, и сигареты, и, там, и билеты и так далее, то все в общем-то не так уж плохо. Поэтому хочу вот вас заверить, если человек приобретает для себя желание видеть в своей жизни хоть какую-то маломальскую радость и воспитывает в себе эти желания, то в дальнейшем он 100% будет очень счастливым человеком. Нет, не так это работает. Обмануть, забрать, убить, это все не приводит к счастью. Потому что, как сказано было в конфуцианстве в свое время, о неком существе, которое имеет маленькую голову, так как оно не думает, и большое туловище ему всегда мало, это как бы прообраз существующей цивилизации, я могу вам сказать, что хотим мы или нет, путь к высокой духовности или путь к духовному становлению человека, он все равно должен быть путем, в котором человек находит возможность радости, то есть микрорадости. И обучение этому очень необходимый вариант. Сразу же пойдут такие люди, которые начнут говорить, а как нам его научить? Не нужно учить кого-то, начните учить себя, так как человек, который находится рядом с другим человеком, своим примером очень часто показывает и очень часто изменяет того человека, который рядом с ним живет. Дорогие друзья, вот это да. Как там говорил Андрей Данилко, что я гоню, да? Ольга Рудая, здравствуйте, Андрей Андрей, спасибо большое за невероятные скидки, пожалуйста.
У меня вопрос такой. Мне как адвокату подходят для выигрывания в суде дел в отношении клиентов все практики, коды и символы, знаки для выигрыша в суде, все практики, обряды лично для людей, у которых судебные тяжбы. Тогда можно применять для адвоката, да. Спасибо за марафон 2. Постепенно мои американские финансовые горки выравниваются. Фуф, ура. Дана Салт. Здравствуйте, подскажите, как помочь эзотерически человеку выйти из затяжной хронической депрессии. Спасибо вам большое за все. Если вы хотите помочь человеку это сделать, выполняйте вот такие обряды. Представляете, будто из этого человека идет фонтан в небо, как будто из головы прям фонтан воды. Второй вариант. Представляете, будто в глазах у этого человека 2 сигареты, которые горят. Тушите эти сигареты. Третий вариант. Представляете, будто у этого человека, будто вы этого человека вытягиваете из ямы, где огонь, и засыпаете этот огонь. Пятое из практик 4 и 5 ступени. Поднимайте этому человеку тона. Шестое. Найдите или купите мой семинар, который называется 3 и 4 ступень школы Кайлас. Там я объясняю, как тона поднимать, или заклинание Дуйко. И представляя этого человека перед собой, ставьте на нем заклинание или ставьте на нем коды и читайте для него коды для лечения хронической затяжной депрессии. Какие там есть слова для лечения и депрессии, и нервных состояний и так далее. Это трявсык, припутав и кыстеплово. Таким образом можно представить человека и читать как мантру трявсык, кыстеплово, припутав. Припутав, трявсык, кыстеплово. Любовь Осипова, Андрей Андреевич, пожалуйста, как и когда надо правильно пить яичную скорлупу и как пользоваться символом безопасности за рулем? Символ безопасности за рулем прицепите в машине. А яичную скорлупу необходимо принимать тем людям, у кого есть аутоиммунный тиреоидит, раз. Второе, полиомиелит или же остеопороз. Принимать необходимо при любых аутоиммунных заболеваниях. Желательно такую кожуру или вот такую скорлупу смешивать с изюмом, либо с облепихой, либо с черникой, либо с черной смородиной. Напополам принимать по чайной ложке 2 раза в день. Это заметно улучшит иммунитет, улучшит общее состояние суставов и костей. Прям очень хорошее состояние. Татьяна Кустова. Добрый день, Андрей Андреевич. Пожалуйста, если утром ставить ритуальную защиту, как вы учили, то сколько по времени она действует? Целый день и ночь. Вы никогда не озвучивали, сколько она действует. Она действует день и ночь. Писали, что, как и все практики, 6 часов действует. Спасибо за ответ. Они не правы. Ритуальная защита, если ее поставить сегодня, будет действовать целые сутки. Если на второй день сутки и 10 минут. На третий день. Если человек ставит ритуальную защиту 3 года подряд, то после этого он ее может не делать 10 лет. Почему? 3 года достаточно, чтобы поставить ритуальную защиту и пользоваться ей на 10 или даже больше период времени. Если человек на протяжении своей жизни больше 10 лет ставит ритуальную защиту, и в этот момент у него, если это женщина, рождаются дети, то ребенок, который рождается у этой женщины, на всю жизнь получает ритуальную защиту, которую ставить ему не нужно. Вот так. Здравствуйте, здравствуйте. Наталья Натик. Здравствуйте, спасибо за доброту, позитив, который получаешь каждый раз, когда слушаешь, видишь вас. Именно это и привлекло мое внимание 3 года назад. Была первая попытка изучения 1 ступени, как-то мало что понимала, но хотелось. Но сегодня уже 3-я попытка, и пытаюсь понять, почему, как только начинаю вникать, изучать, смотреть, делать то, о чем вы говорите, у меня случаются неприятности и проблемы как на работе, так и в личной жизни. Закончились отношения с мужчиной, с которым были 5 лет вместе. Слушаю шумы на везение, происходит с точностью наоборот. Что я делаю не так? Мне интересна именно ваша эзотерика, хочу ее изучать. Представьте себе разные комнаты. Итак, первая комната, она вся покрыта сажей. Вторая комната чистая. Там, где комната с сажей, все находятся в саже выпачканные. А вторая комната, она белая, и она не грязная. Все вокруг этой комнаты, все в этой комнате, они все в светлое одеты. И вы хотите выбраться из темной комнаты
в светлую комнату, скажите, что на вас будет? На вас будет сажа. Поэтому, когда человек из одного уровня старается выйти в другой уровень, то он выходит туда грязный. И в этот момент, для того, чтобы остаться в этом уровне, он должен быть или находиться в состоянии адвайты. То есть это очень важно, чтобы не упасть обратно на самое дно. Необходимо в этот момент не страдать, а радоваться. И тогда вы выйдете и будете местным жителем этой комнаты, когда с вас эта сажа вся спадет. И вы будете чувствовать лучше, и вы будете ярче жить. Но только нужно знать, что очень важным элементом того, когда вы выходите на новый уровень, это важный элемент радости. Если вы радуетесь, то тогда вы идете правильным путем. Если страдаете, вернетесь, как и раньше, и будете на том уровне находиться, где были. Всегда любое добро, любое ощущение добра заканчивается падением. Вот смотрите, у человека появились деньги, человек пригласил друзей, друзья принесли водку. А водка закончилась, начали в следующий день принесли еще что-то, алкоголь смешивали там с кокаином. После этого человек там перестал зарабатывать, от него ушла семья. Но ведь в самом начале ему казалось, что это так весело, так интересно. То есть можно ли сказать, что ему в этот момент думалось, что он не скатывается, а наоборот радостно проживает. То есть ему казалось, что он живет, и это счастье, что это и есть его настоящая жизнь. Ему казалось, что и в этом и есть смысл жизни и так далее. А это не было смыслом жизни, он скатывался. Именно поэтому часто, когда человек думает, что очень все хорошо в его жизни, это он просто скатывается. Любой новый виток, вот смотрите, вы зарабатываете $1000 и хотите зарабатывать 10 000 долларов, знайте, что перед тем, как начнете зарабатывать 10 и $1000, читая эти мантры для денег, у вас будет не улучшение финансовое, а ухудшение. Почему? Любой дом строится с ямы, то есть сначала яма выкапывается, потом бетон, фундамент, после этого стены, а у вас уже дом построен, и он для вас тесный, для вашей семьи. Что вам нужно, чтобы построить новый дом? Нужен новый фундамент, а для того, чтобы новый фундамент появился, нужно старый снести, выкопать вновь яму и уже в этой яме закладывать новые кирпичи. Именно это вы и описали. Альмагуль Жалкыбаева. Внуку 9 лет и внучке 7. Плохо разговаривают, у логопеда занимаются, специальный садик ходили, но все равно некоторые слова произносим плохо. И я при чем? Что я должен сделать? Поработать как логопед с детьми? Я так понял, что вопроса нет. Правильно? То есть вы меня перед фактом чего? Что я должен сделать? То есть вы хотите что, чтобы я сделал? Дал совет, что сделать так, чтобы они очень хорошо разговаривали? Всегда помните, артикуляция напрямую связана с руками. Именно поэтому делайте так, чтобы у детей были вот такие игры, чтобы они вот так вот карандаш катали руками. После этого купите им слаймы, чтобы они эти слаймы там жали вот своими руками и так далее. Пусть развивается мелкая моторика. При развитии мелкой моторики развивается очень хорошо артикуляция. Также хочу сказать, что очень часто недостаточность получения продуктов питания у детей приводит к задержке речевого развития. Почему это происходит? Многие родители считают, что ребенку нужно есть столько, сколько вот он захочет. А это неправильно. Ребенка до 2 или даже до 3 лет необходимо кормить кашкой какой? То есть берете суп, варите там с чем-то, после этого в блендере это все делаете 1 раз или 2 раза в день, заставляете его съедать вот такую кашку или даже кормите его ложкой. Для чего? Чтобы он получал необходимые ему микроэлементы, а не хочу, не хочу. Это все правильно, я не обманываю вас. Ольга Софиянчук, хочу спросить, у меня присмирите отчим, мы живем вместе, когда он умрет, можно к нему прикасаться? Через сколько времени можно приступить к практикам? Спасибо за ответ. Если вы прикасаетесь к человеку, который умер, то вы на протяжении 1 месяца не должны заниматься эзотерикой вообще, никакой. Просто живите, я не знаю, что угодно делайте и никакой эзотерикой не занимайтесь.
Не нужно с умершими обниматься, целоваться. Если вы не являетесь для этого человека матерью, женой, если он не является вашим сыном, если это отчим, он для вас просто чужой дядя. Не нужно с такими людьми обниматься. Сабрина Ли. Добрый день, уважаемый учитель. Скажите, стоит ли продавать дом, который сдаю в аренду? Стоит. Все у меня получится, получится. Дина Савельева. Подскажите в моей жизни во всех ситуациях, когда у меня появляются мужчины, с которыми начинаются отношения, и жизнь налаживается, то появляются люди из прошлого и делают мне разные пакости, зло, насмешки, издевательства, как будто весь город восстал. Ух ты ж, вы знаменитая женщина, это как у Аллы Пугачевой прям. И забирают этих мужчин, ох ты ж, мужей из отношений, и никто не может меня защитить. Ваша ученица первых и вторых бесплатных ступеней СНГ вебинаров. Спасибо огромное за все. Я даже захотел на вас посмотреть. И здесь вместо вашей фотографии висит какая-то тетя чужая. А что ж, как же вы задаете вопрос, и что я, где же на вас посмотреть? Эх, люди. Можно ли вам как-либо помочь? Да, можно. Каким образом можно вам помочь? Итак, есть такой семинар, называется «Вторая обновленная ступень». Пройдите вот эту вторую обновленную ступень, я там даю коды, которые убирают вот такие элементы поставленных кармических программ. И это все сможет у вас, вот это вот то, что вы сказали, все убрать. Если будущее человека не прописано по сценарию, то откуда тогда снимается эта информация предстоящих событий? Или все-таки сценарий каждого человека прописан, но этот сценарий возможно переписать? Сейчас я буду говорить что-то, и это будет тотальным компроматом против меня. Я считаю, что человек, который живет обычной жизнью, он не один. Я считаю, что мы живем, и мы живем не сами с собой. Я считаю, что мы живем одновременно в огромном, я считаю, что каждый человек это не один человек. Я считаю, что каждый человек это миллион людей. Каждый из нас это миллион разных вариантов. И считаю пространство, в котором мы находимся, бесконечным элементом вариаций. Таким образом, человек, который спрашивает, что с ним будет, и если этому человеку предсказать события, которые показаны, то для этого человека эти события, они будут созданы. Ну а как в мире вообще получается? Таким образом, эти события привязаны к человеку, и они с ним и будут работать. И второй вариант. Имеет ли человек силы изменить все, что захочет в своей жизни? Ответ такой: да. Но как это все устроено? Там существуют определенные законы. Я о них очень часто, об этих законах очень часто говорю. Это закон добровольного выбора для себя той жизни, в которой вы будете жить. Где этот самый важный закон? Или где тот рычаг, который заставляет человека быть счастливым человеком? Этот закон звучит так. С нами происходит то, что мы на протяжении дня в себе чувствуем. Не думаем. Давайте еще раз. С нами в жизни происходит то, что мы на протяжении дня в себе чувствуем. Что мы чувствуем утром, просыпаясь, что мы чувствуем, и это с нами в дальнейшем происходит. То есть если у вас все время там нет, не так, не страшно, а что я такая несчастная, почему все, ваша жизнь дальше будет полна несчастий, я ни с кем не живу, все, вы уже ни с кем не будете жить, то есть вы для себя планируете эту судьбу. Бог не слышит ушами. У существа, который создал мир, или который создал землю, у этого существа нет ни рта, ни носа. Почему? Если бы он был материальным, мы бы его увидели. Но из-за того, что это существо не ограничено временем, значит оно бестелесное. Но в случае, если оно бестелесное, как же оно может услышать или увидеть? Но оно может чувствовать то, что чувствует человек. Я об этом рассказываю на своих ступенях. Именно поэтому наши элементы реализации и то с нами и происходит, что мы на протяжении дня чувствуем. Ничего не чувствуете, ничего не происходит. И если, допустим, вы
ненавидите что-то, это ненавидите будет увеличиваться. То есть если вам не нравится, как человек чавкает, то он будет завтра громче чавкать, а вы будете сильнее злиться, а потом еще громче, и вы будете еще сильнее злиться, и ничего поменять это не сможет. То есть скажите ему 100 раз: не ешь руками, не плюй в тарелку, и он будет это делать обязательно. Если вы от этого страдаете, если вы будете говорить: да мне пофигу, он перестанет. Почему? Потому что вы страдаете, а страдание, как я говорю на своих ступенях, увеличивает страдания. Тем самым даю вот фактически вам ответ на ваш вопрос и о предстоящих событиях, и о сценарии добровольном выборе для человека. Все это и в первом, и втором варианте, ну, в общем-то, абсолютно правильно и уже и доказано. Помните о знаменитой картине Шердингера и квантовой механике и так далее. Там все об этом говорится. Юлия Машинская: что будет 21 декабря? Хочу предсказать события. 21 декабря будет 21 декабря. Зима. И тотальная подготовка к Новому году. А мы, кстати, уже начали. Поэтому украсили дом, поставили елочки и так далее. Я помню такие же фразы, когда писали, что будет 12.012.2012. И это видео можно найти. Я тогда сказал: 2012 будет 2012 А что будет еще? А чем отличается сегодняшний день от вчерашнего? Ничем. Ну вот, будет точно такой же день, как все предыдущие, ничем не отличающийся. Если вы не живете в гетто, если вы не живете, вы, наверное, не живете. Раз у вас есть Facebook, это, знаете, логика есть такое понятие. Если у вас есть Facebook, то у вас есть телефон. А если телефон есть, это говорит о том, что у вас есть деньги на телефон и есть Wi-Fi. А если Wi-Fi, это говорит о том, что кто-то за него платит. А если есть Wi-Fi, то вы уже не бедный человек. И Wi-Fi — это прерогативы богатых людей. Бедные люди не имеют Wi-Fi. Вот так. Поэтому не придуривайтесь, если вам нечего есть. Wi-Fi есть, а есть, главное, нечего. И давайте поменяйте тогда Wi-Fi на еду. Не оплачивайте Wi-Fi, купите и поешьте что-нибудь. Сейчас меня пенсионеры там забьют просто после этого вебинара. Наталья Никаноровна. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Смотрю я предыдущие заседания РТЕ. В одном из них вы говорите, какие предметы можно ставить перед магазином, чтобы покупатели были, а перед парикмахерской, чтобы клиенты прибавились, можно ставить. А что парикмахерская отличается от магазина, что там люди, ставьте, конечно, пожалуйста. Дарья. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Большое спасибо за коды. Даже муж поверил. Ах ты шайтан, машаллах. Мне у меня вопрос. Наверное, уже десятитысячных, но иногда, когда читаешь мантры, что-то в пространстве появляется, не как в фильме, какая-то картина, связанная с какой-то ситуацией, и старается мешать. Что делать в таком случае? Отвлекаться. И дальше первое: продолжать читать, да, стараясь не обращать внимания. Правильно, старайтесь не обращать внимания. Второе: прервать чтение. Не прервать. Третье: продолжать читать, но движение руки показать стоп. Я вас прошу, о чем вы? Делайте так. Все, пусть уйдет этот маразм. И продолжать. Ом мани падмехум, всем врагам назло, ом шрикали намах. И так далее. Наталья Витанова, ученица школы. Хочу задать такой вопрос. Давать больше денег, приобретая, это отлично. А когда человек тебя умышленно недоплачивает за твою услугу, или ты сам предлагаешь цену меньше стоимости, после чего докладываешь разницу, а у вас привычный украинский и российский бизнес. Знаете, это когда продал
и при этом еще доложил деньги свои. Это как бы нормальный процесс. Я знаю, это как бы стиль бизнеса у многих людей. Это... Вам нужно посмотреть мой семинар, называется «Доктрина бизнеса». Есть очень хорошая книжка такая, я ее уже давно написал. Я считаю, что с нее необходимо начинать вообще занятия бизнесом. Она действительно очень хорошая, я там об этом рассказываю. О том, как создавать ценообразование и так далее. Она не по эзотерике. Почему я ее написал? Я сам занимаюсь бизнесом очень давно, на этом поприще достиг больших результатов. Вот смотрите, ее содержание прочитаю. Основные принципы бизнеса. Скупость порождает бедность, принцип радости, формула успешного бизнеса, вера в успех. Руководство. Что такое эксплуатация? Основа функции руководителя. С чего начинать бизнес? Обвинение или решение? Запретное слово в бизнесе. Постановка задач. Когда увольнять? Кого увольнять? Вопрос доверия. Ставки или проценты? Неудовлетворенность, двигатель прогресса. Ваше слабое звено. Стимул к развитию. Проверка Бога или принцип динамики. Правильная ориентация. Лучше мало, но дорого. Что такое скидки, ценообразование, коммуникация, принцип мгновенных действий. Что такое бизнес-ориентиры, авторитетность, просите об услугах, почему рушится бизнес, как это связано с семьей, как выбрать партнера для бизнеса, как выбрать партнера для жизни, тайна благородства, дети ключ к процветанию бизнеса. Не спешите забирать деньги, практика 100 выводов, закон отторжения клиентов, благотворительность, правила богатых людей, бизнес и удовольствие, меняйте мечты на поиск информации, обман словом, секрет материального роста. Организация производства, выберите свой социальный класс, фактор творчества, фактор новизны, фактор знаний, технологии производства. Советы предпринимателям, когда не знаешь, с чего начать, что делать, что такое бизнес-партнерство, как закрыть или разогнать, финансовый учет, что такое деньги или чувства, что важнее, принцип денег во всем, эзотерические советы. Вот такая получилась книжка, какая же она интересная получилась, теперь я точно ее прочитаю. Кто же ее написал? Да, это я. Ладно, тогда не буду читать. Ну что, теперь все-таки давать больше денег, если вам не доплачивают. И делать кармическим должником. Всегда, когда человек вам не доплачивает, этот человек автоматически становится вашим должником. Что это или чему это вас должно научить? Вы должны идентифицировать такого человека, как у меня недавно было. Человек там делал, ничего не доделал и после этого ушел. И вот мы с женой разговаривали, она говорит, ну как там Максим? Я говорю, Максим идиот, аферист и какашка. Все, он меня киданул. То есть я его идентифицирую так. Я о нем не думаю, мстить ему не собираюсь, он стал вот таким человеком. Идентиференция таких людей приводит в дальнейшем к тому, что они потеряют доход в своей жизни, потому что их в пространстве такие люди им не прощают, а идентифицируют их. Пройдет время, и именно такие люди, которые не прощают таким людям, создадут условия, при которых этих людей жизнь накажет. А вы всегда говорите, свои деньги всегда будут моими. То есть человек у вас забрал ваше, вы говорите, мои будут моими. Поэтому не забывайте об этих условиях, знаете, или делайте из этого человека кармического должника. Записывайте договор, как я обучаю на ступенях, и забирайте, что вам необходимо. Все работает. Ирина Шупик. Если приобретенная квартира жила одинокая женщина, можно ли как-то повлиять на новую хозяйку? Нет, нет. На ее личную жизнь? Нет, нет. Если да, то как это исправить? Ну, если да, то тогда можно просто квартиру очистить энергетически. Помните, об этом рассказываю на первых ступенях школы Кайлас. Также можно поставить программу на то, чтобы процветание было в квартире. Нет, мы заходим в квартиру и в любой квартире можем создать условия абсолютного ноля, абсолютной адвайты и запустить для себя там то, что нужно. Помните, там даже мантры давал. Ом свабхава шутху сарва, дхарма свабхава шутху хам и так далее. Ну вот, очищающие пространство, благословляющие пространство и так далее. Здравствуйте, Андрей Андреевич, что можете сказать о квантовых полях? О боже! Квантовые поля фактически формализуют картину Шрёдингера квантовой механики, обобщенную на квантовую теорию поля, где пространство квантовых состояний присваивается пространству, и где линейное отображение присваивается траекториям и пространственно-временным интерполяциям между этими пространствами. Вот это я хотел сказать. Я надеюсь, вам стало понятно, что это такое. Поэтому можете пользоваться, если сказать своими словами, то
Квантовые поля — это место, где отсутствует время. То есть в случае, если время отсутствует, то это как бы немножечко продолжает идею релятивистской теории, но без возможности временного аспекта, где любое движение частицы, вибрационное движение частицы является линейным, и фактически это движение является уже предметом. И само движение этой частицы, которое является предметом, не является временным элементом. Объяснил своими словами. Надеюсь, кому-нибудь понятно. Нужно ли нам это? Оно вам нужно, математики. И на Кинале. Я вспомнил почему-то прошлогодний вебинар, когда спросили Андрей Андреевич, что вы можете сказать о Григории Перельмане и его идее, где я рассказывал о том, что пустоты нет, а ее можно в чашке посчитать, помните? А если чашки нет, но она была, то на основании данных или гипотетических данных того, что там была чашка, можно посчитать объем. Ну и после этого я объяснил, что в случае, если чашки нет, а объем ее, если бы она была, можно посчитать, то тогда любой объект, в котором нет стен, фактически является объектом, в котором есть пространство. А если это пространство, которое есть в гипотетическом предмете, можно посчитать и создать его или прикрутить к объему, то тогда эта пустота является уже физической величиной. А если физическая величина пустоты является физической величиной, то тогда любая плотная идея любой плотной субстанции или физической величины является фактически пустотной. Таким образом, Перельман фактически доказал отсутствие того, что мы видим. Почему-то вспомнились стихи интересного такого поэта Леонида Федорковского, который в свое время сказал: недавно в нынешней чайной мне дали ответ. В общем-то, нас, в общем-то, нет и не было, в общем-то, никогда. Все эти года, вся эта ерунда, все это этажи, наши миражи. Такие вот красивые слова. Почему-то вспомнилось. Не знаю, кто-нибудь знает Федорова или нет. Итак, Люси Вердыш. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо за все, что вы делаете. Подскажите какую-нибудь практику для быстрой и удачной продажи щенков и котят. Берете щенков и котят и их выцеловываете. Прямо делаете так: ай, ты моя кукся, ты моя пупся. И каждого по очереди по 10 минут. Делайте это 3 раза в день, за неделю продадите всех. Проверено 100%. Также перед тем, как придут покупать щенков, не пускайте длительное время маму этих щенков к щенкам, потому что она их не хочет отдавать. И она их уже любит, обожает и не хочет отдавать. Поэтому если вы перед тем, как придут покупатели, пустите туда мамочку этих щенков, то знайте, толка не будет, ничего не продадите. Что нужно делать? Если вы знаете, что покупатели приезжают к вам, возьмите мамочку от щенков и выйдите на улицу, и пусть с ней кто-то гуляет, пока щенков не посмотрят. Если гулять не будут, щенков не продадите. Нельзя продать щенков, если все находятся в одной квартире, в одном доме, еще где-либо. Даже на расстоянии. Почему? Мать собака, она их энергетически защищает. Поэтому, когда человек приезжает за щенком, то он не может ее оторвать от матери. Сердце матери сильнее. Вот так. Карина Тиникашвили. С уважением к вам, Карина. Ой, я еще ничего не сделал. Работаю в семье в Италии. Остается много кусочков хлеба. Приходится мне выбрасывать мусор. Как правильно поступить эзотерически? Спасибо, ученица 3-й обновленной ступени. Надо птиц кормить. Это очень важно. Если кормить птиц, то будет появляться очень много событий жизненных. Я хочу напомнить вам о профессоре Мориарти. Помните? Профессор Мориарти, он славился тем, что он постоянно кормил птиц. А Шерлок Холмс все время говорил: почему же у этого профессора Мориарти такое большое количество вариаций? Я могу сказать, что это связано с тем, что
человек, который кормит птиц, фактически производит эзотерический обряд. Это открытие путей. То есть, если в жизни ничего не получается, если есть долги, если все очень плохо, покупайте хлеб, выходите и кормите этим хлебом голубей. Это очень-очень хорошо работающий обряд. Он дает много-много новых этапов, совершенно необычных этапов, выводя жизни человека, выводя человека из фактического монотонного проживания в одной и той же жизнью, монотонного проживания с совершением одних и тех же каких-то ошибок. Поэтому не выбрасывайте в мусор, выносите, давайте птичкам. Как помочь сыну бросить алкоголь? Бросит ли он пить? Конечно, бросит. Как помочь? Ну, я должен сейчас помочь, я понял. Татьяна Немерченко. Ваши лекарства очень помогают, восстанавливают здоровье. Спасибо. Мне намного легче, чем было несколько дней назад. Поклон вам от всей моей семьи и меня. Здоровья вам и вашим близким сотрудникам. И вам, Татьяна Немерченко, здоровья, не болейте и будьте всегда полны сил и радости. Алена Шарипова. Уже много времени мучаюсь вопросом, остаться в Италии или вернуться в Россию, так, чтобы не навредить дочери, так как она живет со мной. Оставайтесь в Италии. Марьян Королевская. Андрей Андреевич, вопрос, который пишу, это мама просит написать, так как не владеет интернетом. Нас, детей, немало у мамы, и внуки есть. А дети воруют. И внуки тоже. Каким методом можно повлиять, чтобы не было воровства, чтобы не было желания, кто-то понимает, кто-то нет. Мама не учила ни детей, ни внуков. Скажите, вы хотите, чтобы я научил вашу маму, не ученицу школы, создавать эзотерические обряды? Или что вы хотите от меня? То есть, при чем тут я? Вы что хотите, чтобы я вашу маму научил, чтобы она, если она мусульманка или христианка, и вы ей начнете это говорить, она будет считать, что потом в ад попадет. Вы что? Нет. Как же ж я могу? Ну ладно. Если ваша мама ученица школы, пусть делает выпрашивание, складывает руки и пусть говорит, пусть моя Олечка, пусть мой Гриша, пусть мои детки, пусть они всегда живут честным путем, пусть в их жизни все получается, пусть у них получается зарабатывать деньги и так далее. Таким образом, вот такие вымаливания помогут человеку. Также в случае, если появляются слезы и хочется плакать, что вот так все происходит, то нужно плакать, а не сдерживаться. Как вылечить папиллома на интим-месте? Смазывайте виноградинкой, не виноградинкой, а изюмом, желательно синего цвета. И исчезнет. Папиллома на интимном месте пройдет. Кайла Абишева. Можете сказать, могу ли я вернуть свою квартиру, которую строительная компания не хочет дать? Кидали. Сумма все плачена. Какой ступени мне надо пройти для этого? Первый проходите из ступеней. Проходите первую, там я рассказываю, как сделать так, чтобы они отдавали. И на второй, как заключить договор и так далее. Вернет ли вам квартиру? Вернет, но это будет еще даже не в следующем году. Будет это медленно все продвигаться. Андрей Андреевич, как разобраться у родителей? Есть путь, на котором он, делая определенные выводы, проходит свою школу жизни. Как это влияет на их детей? От мамы и папы тоже получают кармический набор для прохождения уже своего жизненного обучения. Или если родитель справился и прошел успешный урок, то дети автоматически не проходят. Что такое кармические вот эти долги, которые есть у родителей? Итак, первый кармический долг называется страхи. Обычно чем ниже по сословию родители, тем больше у этих родителей страхов. Страхи за будущее, страхи не получится, страхи не заработать, страхи не выжить, страхи еще какие-то. Данные страхи есть преграды. Если человека воспитывали родители, то они передают эти страхи. Но если для себя, как для эзотерика, поставить цели, преодолеть страхи и найти в себе возможности эти страхи преодолеть, то вы будете удовлетворены своей жизнью. Чем отличается человек, свободно выступающий перед аудиторией, перед тем человеком, который боится выступать перед аудиторией? Отвечаю, ничем. Почему? Потому что и первый, и второй всегда боится выступать перед аудиторией, но тот, кто говорит, что не боится, просто умеет не показывать, что он боится. А так в остальном полностью 100%. Другого не бывает, поэтому и те, кто боится, и те, кто не боится, это связано с харизматичностью. То есть
Прожить жизнь как родители — это бояться то, чего боялись родители. Поэтому вы можете для себя сказать, что боялись родители, и это преодолеть. Вот очень удобно найти для себя то, что вы боялись больше всего в жизни. И после этого многократно это сделать. Тогда сразу же жизнь изменяется. В какую сторону? Появляются любимые люди, появляется любимая жизнь, появляется там все появляется в жизни. Оно как бы преодолевает вот те преграды или вот эти замки, которые тянутся от родителей, от детей к родителям, от родителей к детям. Поэтому вот вам мой совет. Чего-то боитесь, сделайте непременно. Главное, чтобы это не было бессмысленным, так как риск жизни бессмысленный, я противник его. То есть я противник того, чтобы люди прыгали на этой веревочке к ноге. Почему? Лучше выступите перед аудиторией там, в 500 человек, спойте им песню, там, я не знаю, прочитайте стихи, снимите видео с собой, только в одежде. И почему я это говорю, знаете, случаев очень много есть обратных. Почему я это все говорю? Очень часто человек живет, как сказали родители, ходит на работу, не хочет заниматься бизнесом. Почему? Родители говорят, что не нужно это делать. Тогда что нужно делать? Надо начать заниматься бизнесом. И так во всем. Если чего-то боялись родители, и это вы видите, то тогда нужно делать. Кстати, почему так получается, что у чрезвычайно хороших родителей появляются какие-то долбанутые дети? Это же очень частое явление, мы очень часто это наблюдаем. Кто в этом виноват? Никто. Дело в том, что когда детей воспитывают, то обычно у каждого человека, родителя, имеется определенный запас своих недостатков. То есть человек на протяжении жизни постоянно ощущает, что он в чем-то не является совершенным. И это правильно, потому что несовершенность есть индивидуальность. И человек, который имеет несовершенство, для себя считает это несовершенство плохим, но не изменяет себя. Почему? Вот еще. Прожить совершенным человеком — это не идеально, а мир устроен по принципу неидеальности, поэтому никто над собой не работает. Именно поэтому в случае, если человек живет, он может осознать, что он в чем-то несовершенен. Так добрая женщина считает, что мир ее вокруг нее обманывает, что нужно в этом мире бороться. Когда рождается ребенок, пытается этому ребенку с самого рождения донести, что самая важная черта — это бороться, бороться, а сама она не борется. Почему? Она боится. Ребенок вырастает при этом другим. При этом, если взять маму и такого ребенка, то они между собой полностью различны, так как он реализовал ее недостатки. При этом его недостатками становятся ее достоинства, потому что ее недостатки, реализованные в этом ребенке, начинают бесить этого ребенка в маме ее достоинства. Таким образом, а как происходит дальше? Вот смотрите, если бабушка воспитала своего ребенка, то в нем недостатки являются достоинствами этой бабушки. А если уже родители воспитали внука, то тогда достоинства этого внука будут совпадать с достоинствами бабушки. Таким образом, через одно поколение люди сходятся, так бабушки хорошо сходятся с внуками, а родители с правнуками. Это вот такая особенность того, что родители отличаются от детей. Поэтому дети и родители всегда будут сталкиваться с тем, что называется проблема отцов и детей, и это промысел Божий. Ирина Григорьева. Спасибо за ответ в вебинаре по здоровью. Вопрос: можно ли давать слушать кошке мантру для человека, мантру правильной работе почек? Можно, да. Шум, который убирает токсины, можно. Поможет ли кошке? У нее 4-я стадия почечной недостаточности. Ой, бедненькая. Перевязанная лапок синими лентами или нитками. Понятия не имею. У меня, к сожалению, нет никакого опыта лечения животных. Но я когда-то делал шум специально для лечения животных. Он там связан с определенными вибрациями, которые есть у животных, и воздействие на человека и на животного происходит по-разному. Я знаю вот что. Натирайте кошку только по спине камфорным спиртом. А еще поите ее смесью заваренных рылиц. А еще вот такой есть, вот что нужно сделать. Есть кошачья мята. Нужно взять кошачью мяту и смешать с цветками кактуса.
Если смешать напополам, заварить и кошке брызгать в ротик, то вот эти 4-я стадия почечной недостаточности, возможно, и сможет уйти. Потому что, скорее всего, у нее там это все на фоне оксалатов, знаете, и чтобы убрать эти оксалаты, вот такой рецепт подойдет. Сын хочет работать, как можно на это повлиять? Ань, не хочет работать, как можно на это повлиять? Никак. Никак. Будьте для него поддержкой. Поддерживайте его, не обращайте внимания, пусть делает все, что угодно. Но, когда он смотрит, посвящайте его в свои проблемы. Говорите ему периодически: сынок, я хочу с тобой поговорить, у нас вот такие проблемы, и вот так, и этого не хватает, и вот хорошо было бы, если бы мы ремонт сделали и так далее. Это так вот в некоторых таких семьях, которые сегодня празднуют шаббат. То есть в этих семьях обычно детям не говорят: иди работать. Ну просто мама начинает говорить: ой, что тебе сказать, и нету денег, и все плохо, и у брата твоего нету возможности, и папа твой плохо зарабатывает, и так было бы хорошо, если бы ты зарабатывал. Но мы же не надеемся, но мы понимаем, но также хочется, чтобы эти детки наши уже были самостоятельными, и так было бы всем легко. И стонут, и стонут. А дети это слышат. А у нас в русских семьях обычно происходит так: что ты не работаешь? Сколько может продолжаться? Ты олень! Ты пингвин жирный уже, вырос тут, ластами своими машешь. Что такое? А ну пошел работать! И так далее. Видите, отличается. В одном случае как бы намекают и говорят, что это семья, в семье все должны там какую-то миссию исполнять. А у нас сразу оскорбляют: ты пингвин там. А что у него сразу? Не буду работать. Почему? Я не просил себя рожать. Все, вы виноваты в моей несостоятельности. На этом конец. Ну и, конечно же, это не подходит, правильно? Вот делайте, как я говорю, посвящайте больше внимания вашим переростным детям. То есть говорите: вот хорошо было бы ремонт сделать, хорошо было бы, а я так мечтаю, что вот у нас когда-нибудь появятся возможности, и мечтаю, чтобы мы когда-нибудь поехали с тобой где-нибудь отдыхали. И так бы мне хотелось, чтобы у тебя квартира была, и так бы хотелось в этой квартире ремонт, и невестку бы увидела, так было бы классно это все, и хотелось бы там новые сапоги себе, и вот тебе бы покупала там. А у него сразу: эх, как решить, эх, пойду я работать. Ну вот так. Или ждать, когда появится невестка, которая зальет ему все-таки сало жареного за пазуху. Такое тоже может быть. У меня так с моим ребенком было, знаете, там не работал, ничего не хотел. Я ему говорю как-то, я говорю: ничего. Он говорит: ты извини, я не работаю. Не работай, слушай, я в адвайте нахожусь, меня не беспокоит. Он говорит: ну а как, вот я не знаю, мне как-то ничего и не хочется. Я говорю: послушай, когда появится в твоей жизни красивая или там любая женщина, то ты заработаешь. Почему? Она тебя заставит. Он: нет. Да, без шансов. Когда зальет за пазуху 3 литра жира горячего, тогда будет скакать и с вытаращенными глазами: где заработать, все заработается. Пока купить, я ученица школы, сейчас у вас хорошая акция на атрибуты. Подскажите, какой атрибут лучше приобрести первым у вас? Так, вот ваджру, она самая лучшая, читайте ее. Можно вот в виде крестика такую ваджру, она является охраной для человека, уже никто не собьет вас с вашей идеей. Скрещенный ваджр должны носить все ученики школы. Светлана Телепай-Кызы. Андрей Андреевич, вот уже 3-й год сын работает вдали от дома, бедненький. За последнее время у него не ладится в коллективе. Я вас очень прошу, ответьте, стоит ему дальше работать или уволиться? Стоит уволиться и приехать к вам. И вот в том месте, где вы живете, наладится его жизнь. Татьяна Мунихова. Что нужно сделать, чтобы дети были с хорошей работой, удачно женились и все в их жизни было хорошо? Пройти мою 1-ю, 2-ю и остальные ступени для того, чтобы иметь возможность влиять на детей.
Дальше. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо за те знания, которые нам даете. Они реально поменяли мою жизнь. Видите, человек уж поменяла жизнь. А когда смотрю на фото вашей жены и детей, просто радость в сердце селится. Невероятно. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Влияет ли настроение матери на жизнь ее взрослых детей? Конечно, влияет. Конечно. Если человек родился горчицей, то дети огорчаются. Если уксусом, то они куксятся. Поэтому делайте так, чтобы у вас была радость, тогда они будут радостными. Мы связаны кровно, кармически. Смотрите, когда дети не женаты, то вы на них влияете очень сильно. Но как только они женились, то вы уже не влияете сильно. Также хочу вам сказать, эзотерически есть такое понятие. Конечно, тоже там заплюют мне сейчас какой-нибудь там Либиер там без рода и племени, который там пытается рассказать о том, что я спутал, какие монетки из серебра там когда продавались. Да они мне не заморачивали эти монетки, потому что не было смыслом сказать, когда монетки были. Было смыслом рассказать другую историю совершенно. То есть человек придирается к тому, что я рассказываю, цепляется за год, не понимая, что в этом не было никакого смысла, знаете. И там я не читаю как все. Представьте, если я начну рисовать как Леонардо да Винчи и попробую нарисовать как Леонардо да Винчи, то будет ли даже обе картины получатся идеально? Скажите, они будут полная копия друг друга. Скажите, чья будет лучше? Та, которую нарисовал Леонардо да Винчи, или я? Та, которую нарисовал Леонардо да Винчи. Тогда вопрос, почему его картина будет лучше? Ведь они полностью на 100% копии. Потому что моя будет копией. А раз моя копия, то тогда она уже не лучше. Почему? Любое повторение плохо. Именно поэтому нужно делать так, чтобы жизнь человека, она была, не знаю, к чему я это говорил, чтобы жизнь человека была радостной и счастливой. Наши дети, они могут быть, вспомнил, о чем я говорил. Именно поэтому в эзотерике очень важно помнить закон. Если вы мать или отец, то до того момента, пока у ребенка не появились дети, вы должны ему максимально финансово, максимально материально помогать. Но в тот момент, когда у него появилась женщина или там муж, то в этот момент такая женщина с этим мужчиной, даже создавая такую семью, должны быть уже настроены на то, чтобы помогать своим родителям. Это закон кармы. Сначала родители помогают тому, у кого должна появиться семья, а когда семья появилась, то они должны быть настроены на то, чтобы помогать таким родителям. И очень хорошо, если у родителей есть возможности помогать и таким семьям, но я считаю, что первое время делать этого не нужно. Пусть семьи познают, что такое труд, пусть познают, что такое быть счастливыми на табуреточке, и познают, что такое мыться в кастрюльке, знаете, и познают, что такое питаться на Новый год мивиной, там, и консервой, и в этом ничего плохого нет. Знаете, я сейчас почему-то вспомнил когда-то, как я жил в общежитии. Я в общежитии жил очень плохо, был бедный, подкладывал себе картонки в обувь, потому что не было у меня денег для того, чтобы купить там обувь. Но я был счастливый. Почему? И была у меня там девочка какая-то, там родители не разрешили ей со мной встречаться. И какой-то был праздник, знаете, она принесла какую-то фотографию, там, я уже не помню, какого-то рок-звезды и повесила там над кроватью. Я говорю, зачем здесь это? Она говорит, ну это же красиво. И вот тогда мы там ели там какое-то, купили на московском рынке сало, там помидоры разрезали, было лето. И вот я помню этот момент, это было счастье. Почему это было счастье? У нас не было ни денег, ни возможностей, ни будущего, ничего. Мы были счастливы. Почему? Счастье не связано с тем, насколько человек богат. Счастье — это колоски мудрости, которые появляются в груди, которые, несмотря ни на что, как антенны появляются в жизни человека, и человек просто за них цепляется и постоянно их ощущает.
Это очень-очень важно. Конечно же, пока дети маленькие, пока... Вот смотрите, для того, чтобы ваш сын нашел хорошую невестку, обязательно на протяжении дня радуйтесь. Не смотрите фильмы там про горечь и разлук. Не смотрите фильмы про то, как кто-то кого-то там обманывает и так далее. Не ищите этот мусор. Невестка такая будет. Самая лучшая. Для каждой нормальной мамы любая невестка гадина. Это нормальный процесс. У вас тоже такое-то? Нет? Вот так. Тоже шутка. Итак, или шутка, ложь, давний намек. Добрый молодцы, урок. Вы говорите, что страх необходимо перебороть. Более 10 лет назад мы с мужем попали в аварию. С тех пор каждый раз, садясь в машину, начинаю испытывать чувство страха и беспокойства. Вся трясусь. Руки леденеют. Ужасная картина. Смотрите, я вам это уберу. Смотрите. Я желаю, чтобы Елена Данилишина больше никогда не испытывала никакого страха в своей жизни перед автомобилем. А вы на следующий вебинар скажете, прошло у вас или нет. Увидите, как я умею работать. Валентина Дихтенко. Второй месяц употребляю ваши препараты. Как приостановить коксартроз, который все время нужно употреблять завтра в 2 часа дня в 14:00. Я буду проводить семинар, посвященный здоровью. Я это делаю специально, посвящаю этот вебинар тому, что сейчас идет вот такая распродажа препаратов. Мне бы хотелось ответить на большое количество ваших вопросов, связанных по здоровью. Поэтому приходите завтра в 2 часа дня в вебинарную комнату, на которую можно зайти с моего сайта duiko.guru или с сайта aduiko.com. Подключайтесь к вебинарной комнате. Это будет, скорее всего, ссылка вебинары по вторникам или вебинары по здоровью, и задавайте свои вопросы. Вы говорили, что пока не отдашь долги, заработать не получится. У меня своя торговая точка, продаю пряжу, думаю о каких-то дополнительных источниках дохода, так как одна воспитываю ребенка, ипотека. Не жалуйтесь. Как-то ничего не выходит, идеи некоторые есть, но все на этом. Может, из-за кредитов не получается дополнительно зарабатывать. Сейчас время такое, когда человек хочет, чтобы ему не на рынке дали. Потому что вот смотрите, как я покупаю. Вот у меня вчера возникла идея купить синие тарелочки, такие кобальтом покрытые. Что я сделал? Я взял телефон, нажал на OLX и после этого написал кобальтовые тарелочки купить. После этого тут же нашел и те, которые понравились, связался с человеком. И он мне ответил там в час ночи, еще не спал, и написала мне женщина: да, есть, я вам отправлю там оттуда тарелочки. Скажите, она работает на рынке? Давайте я отвечу. Она не работает на рынке. К чему я это все вам говорю? Дело в том, что сейчас мир изменился. Сейчас на рынке уже торговать не нужно. Но даже если вы и работаете на рынке, не забывайте о том, что люди хотят, чтобы им поднос приносили. Они уже не хотят ехать на рынок. Саша, да, вас зовут? Саша, ты когда последний раз была на рынке, скажи мне? Вот Саше 20 лет, она не помнит, когда она последний раз была на рынке. Я не знаю, кто еще ездит на рынок и что это за люди. Сейчас весь мир, вот он, перед вами лежит инструмент, который является фактической лопатой. Вот он этот инструмент, вот он. Это лопата вашей жизни. Если пользоваться этим инструментом, который является лопатой, видите? Если пользоваться этим инструментом, то тогда вы в своей жизни сможете добиться очень многого. Обучайтесь, как вот через вот этот маленькое окошко в другой мир продавать. Вот он продажник. Вот, кстати, кто там у меня на экране? Смотрите, на экране у меня моя жена. Видите, вот она, моя жена. Каждый раз, когда я включаю телефон, я вижу свою жену. И смотрите, у меня блокировка телефона — это 4 единицы или 5 единиц. Почему такая простая? Потому что я не хочу, чтобы у меня между мной и женой были какие-либо тайны. Поэтому, когда я прихожу домой, ложу телефон куда захочу. И не думаю о нем. Почему? В случае, если моя жена подходит к моему телефону и там клацает или что-то ищет, я спокоен. Почему? Мне нечего прятать. Нечего прятать вообще. Почему?
Ничего, если ей что-то нужно, пожалуйста. А если бы я все время там, ой, не бери, вообще не бери мой телефон, ой, или там прятал и так далее, тогда стал бы вопрос, мы что, не доверяем друг другу? Как вы думаете, какой код на телефоне моей жены? Несложно догадаться, да? Елена Попова. Андрей Андреевич, расскажите, какие предметы из оникса нельзя иметь дома? Никакие. Оникс в Китае считается камнем разлуки и камнем горя. Из него делают могилы. Именно поэтому такие предметы из оникса плохо держать дома. Это правда. Оникс действительно материал, который не нужно держать дома. Он действительно приводит к тому, что появляется и пыль вокруг него, и нервы у тех, кто живет рядом с ониксом. Никакие. Какого бы цвета он ни был. Единственное, что я как маг использую черные четки из агата или из черного оникса, в случае, если человек мне должен деньги. Я беру их в руки и говорю: отдай мне деньги, 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 подлюка, отдай мне деньги. И вот таким образом что-то там представляю. Что научить не могу, все в школе сказано. Татьяна Ларина. Научите, как быть внутренне доброй и живой и сочувствием относиться к окружающим, родным и вообще. Как будто внутри все умерла и камень превратился. Холодно отношусь ко всем. Как изменить внутри себя? Подобно тому, как маленький росток пшеницы попадает в землю, во что он попадает? Он попадает в холод, в одиночество, он попадает в незнание, но у него есть стремление. И у него есть стремление, и начинается весна, и этот росточек, он начинает прорастать из земли. Он тянется к чему? К солнцу, к теплу. Точно так же и наша душа, как бы она ни была умершей, наше стремление к тому, чтобы видеть что-то прекрасное вокруг себя, это стремление со временем позволяет эти ростки прорасти из нашего сердца и сделать так, чтобы наши стремления к чему-то прекрасному были. Я об этом очень часто говорю на своих ступенях. Нужно стремиться к тому, чтобы видеть хорошее. Нельзя жить и чувствовать все время, что все хорошо, но стремиться к этому можно. Не может жизнь быть идеальной, друзья мои. Она так устроена у нас. Почему? Радиация, возраст, гормоны, либидо, дальше плохая еда, хорошая еда, отсутствие сна, дети, взрослые дети, маленькие дети, программы по телевизору, влияния какие-либо, радиационные, информационные, какие-то еще там электронные, электрические, фантомные, там факториальные, квантовые или какие-либо еще, это все может приводить человека к тому, что он как бы не в себе. И вот это, когда мы как бы не в себе, знаете, это все со временем проходит. Главное не потерять вот это внутреннее теплое, радостное состояние. Что необходимо сделать? Я вам обещаю. Если вы все потеряли и вам холодно, ко всем холодно относитесь, вас спасет плавное прохождение моей ступени. Дойдите до 4-й ступени и плюньте мне в лицо, если у вас не появится совершенно новое внутреннее состояние вашей жизни. Прямо обещаю вернуть все деньги, все вами потраченные на школьные ступени. Ирина Лешина, хочу поблагодарить вас за практики, которые вы нам даете. Огромное вам спасибо, они очень хорошо помогают. Многое в моей жизни изменилось в лучшую сторону, но не знаю, что мне делать дальше. Можно ли мне принимать, лечить людей, которые обращаются ко мне? Можно. Уже большое вам за ответ. С уважением к вам, ученица 2-й обновленной ступени. Вы же на 2-й ступени собираетесь лечить? Не, ну рано, мне кажется. Ну это совсем рано. Пройдите семинары: эзотерическое целительство, эзотерическая гомеопатия, квантовое целительство. Оно у нас называется эзотерические техники, ментальные техники целительства. Да, Женя? Ментальные что? О! Ментальная механика целительства. Умный человек сделал, наверное.
Андрей Андреевич, слышали ли вы о зеркалах Козырева? Да. Если их поставить по кругу и пустить человека, чтобы он там находился, то у него начинаются галлюцинации. Именно это и происходит вот в таких зеркалах Козырева. У человека появляются галлюцинации. Почему? У человека есть такая точка, эта точка некий элемент внутренней идентификации. Вот этот внутренний, Кастанеда говорил, точка сборки и так далее. Каждый человек знает, кто он. Каждый человек понимает, кто он. И это основано на неких механизмах, которые связаны с дендритами, аксонами и, в общем-то, формируемые ими элементами возникновения синаптических связей. Таким образом, вот эти синаптические связи являются фактически элементами существительных, которые находятся в сознании. Также из вот этих синапсов состоит некий элемент полного ощущения себя. То есть человек, помимо того, что он ощущает мир, он полностью ощущает себя как себя особенно какого-то. И у многих людей это ощущение базируется на визуальном контакте. Особенно у женщин. Визуальном контакте, связанном с видением себя в зеркало, с видением себя в отражении и так далее. С ощущением себя, и для этого необходимо постоянное поддержание или понимание себя вот такого. У многих людей это по-разному. Так есть люди, которые формируют бесконечно свой сформированный образ на фоне других слов, это аудиалы, или на фоне видения, это визуалы, или там еще как-то, или разными элементами. Так вот, особенность проблемы зеркал Козырева заключается в том, что человек, попадая в тихое затемненное пространство, видя в зеркальной поверхности размазанный образ, может потерять идентификацию себя. Это такой парадоксальный феномен зеркал Козырева. И когда человек теряет свою коммуникацию, как бы не коммуникацию, а как бы свое эго, то он после этого может его потерять навсегда. Именно поэтому использование зеркал Козырева начало приводить людей, которые лобильны как бы в осознании себя, собственно, в себе, приводило к тому, что у людей очень часто появлялись тяжелейшие поражения внутреннего ощущения эго. И эти люди, они выходили из зеркал без сознания, и после чего очень долго болели нарушением личности. Именно поэтому зеркала эти были, как бы перестали ими пользоваться, так как люди в таких зеркалах могли и очень часто теряли идентификацию себя, забывали, кто они, где они живут, после чего просто сходили с ума. В лучшем случае этим людям помогали, в худшем случае люди так и не могли избавиться от навязчивой идеи, что они там уже не те, кого в них ранее видели. Светлана, Андрей Андреевич, являюсь ученицей платных и бесплатных. После развода с мужем прошло 30 лет, ношу его фамилию, все документы на его фамилии, но жизнь не улучшается. Нужно ли поменять фамилию на девичью? Конечно, да, хорошо было бы. Скажите, шум от родовой порчи и проклятия рода действует только на слушателей или на детей? Если включаете громко, кстати, шумы лучше включать так, чтобы они между человеком и элементом, создающим этот шум, создавался шум в пространстве. Такие шумы, вообще все шумы лучше слушать через динамики, чем через наушники. Вообще рекомендую слушать шумы все-таки через динамики, так чтобы они гудели в комнате. Если гудят в комнате, то будут воздействовать на всех, кто находится в комнате. Камила. Все время думаю о магии. Восхищаюсь чем-то, по телу пробегают мурашки, будто холодно. Это секундное чувство. Что это может быть? Это энергия ци. Когда человек холодно, от пробегающих мурашек, это энергия ци. Поэтому вы ее чувствуете как энергию ци. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему, когда делаешь какие-нибудь практики, лезут в голову люди, их образы, особенно когда надо сконцентрироваться? Это потому, что иллюзорный мир быстро
проник в ваше сознание. Для того, чтобы этого не было, отгоняйте его. У человека во время медитации или во время визуализации должен быть тотальный контроль. Когда возникает этот иллюзорный мир, не нужно рассматривать картинки перед засыпанием, не нужно подолгу мечтать, не нужно в мечтания погружаться, не нужно погружаться в мысли, которые заставляют вас погружаться в прошлые события. Вы недостаточно хорошо отработали с методом резиночки, о котором я даю, или который я даю вам на первой ступени школы. Вот так. Ну и конец. Огромное спасибо за шумы от боли и вируса. Очень помогли выздороветь, буквально несколько дней понадобилось. Убрать болезненное ощущение во время болезни. Скажите, что делать, если не нравишься себе? Проходить первую ступень школы Кайлас. Там я даю методы, каким образом можно развивать в себе то, что называется ощущение того, чтобы и нравиться себе, и как отгонять эти мысли, и как быстро убирать. Там есть целый ряд методов. Там медузы, оттолкни от себя там, то, что заставляет тебя страдать и так далее. То есть там очень много вот этих механизмов. Они чрезвычайно просты, прямо чрезвычайно эффективны. Очень рекомендую всем людям, которые еще до сих пор не прошли эзотерическую школу Кайлас, воспользоваться все-таки вот таким вот такой возможностью купить сейчас первую ступень школы Кайлас со скидкой. Эта скидка будет длиться до понедельника. Итак, а закончить я хочу вот чем. До вторника, да? Итак. Открываю Ситхи Саунд и хочу вам сказать, какие здесь есть самые интересные, по моему мнению, шумы. Хотел бы, чтобы особое внимание обратили на шумы Кубера. Шумы Кубера очень мощно изменяют человеку судьбу в сторону увеличения материального благополучия. Дальше шумы заклинания. Великолепное воздействие происходит, просто невероятное по своему воздействию. Особенно там есть, там увеличивает энергию, там выиграть суд, избавиться от тюрьмы, даст благородство, что под собой подразумевает и дом, и хорошую семью, и хорошего мужа и так далее. Увеличение энергетических физических сил, это дает человеку потенциал, чтобы он там хотел что-то делать. Накопление денег, обретение красивой внешности, это как бы два шума в одном. То есть ты красивее или лучше становишься, и моложе и так далее. Обретение мудрости, просветление памяти, увеличение псиэнергии, повсеместное везение, выигрыш, защита от вампиризма, от черной магии. Вот кому-то ж нужно подчинить врагов, обрести известность и так далее. Я бы с удовольствием пользовался данными шумами. Обратите особое внимание на шумы, на них сейчас есть тоже скидка, так как шумы это авторская система превращения определенных звуков, кодов, заклинаний, мантр и так далее в вот такие звуковые вибрации с использованием определенных идей или программ. Я рекомендую такие шумы слушать, они действительно очень эффективны. Сколько за раз можно слушать шумы? Выберите 5, неделю их слушайте, потом еще 5 неделю. Таким образом, они не забирают много времени, а эффект от них большой. Ну, на этом буду заканчивать я сегодняшний вебинар. Надеюсь, вам вебинар понравился. Не забывайте, после того, когда вебинар проходит, не забывайте под данным вебинаром, перейдя на мою страницу в YouTube, поставить свой комментарий, любой. Пусть этот комментарий будет совершенно любой, объясню почему. Комментарии, в отличие от всего остального, увеличивают релевантность видео в YouTube, именно поэтому данное видео смогут увидеть в дальнейшем люди. И, возможно, кому-то, кто ищет возможности изменить свою судьбу и свою жизнь, будет интересно услышать мои рекомендации или мои идеи по данному вопросу. Еще раз, с вами был Андрей Дыко. До свидания. Всем счастья, успехов и радости.